Всем привет! Вы на канале Влог Марго, и сегодня я расскажу вам историю. Когда я прилетела на Бали, первая мысль была «кайф, несмотря ни на что». Но потом за месяц я поняла, почему все врут о Бали. И самое интересное, это не делает Бали менее классным, просто честнее. День третий. Мы приехали в Убуд, заселяемся на виллу, которую я нашла на букинге. На фото просто пушка-конфетка. Только рейтинг 7,5. А на деле пристанище для муравьев, плесень на подушках и в детской комнате целая армия насекомых, марширующих по стенам. Я понимаю, что это середина острова, что это очень близко к джунглям, но тем не менее, почему тогда на вилле вместо дверей и окон дверцы от витрины в аптеке с огромными щелями? Ночь была просто одищенская, просто кошмар. Я не спала, проверяла ребенка каждый час. И даже в Москве, наверное, в худшей съемной квартире, я не чувствовала себя так небезопасно. Ночью написала на букинг. Они мне: договоритесь с хозяином. Хозяин: завтра придет клининг и все починит. Это как раз в ответ на мои сообщения с фотографиями плесневых подушек. Я говорю: нет, мне нужны деньги, возвращайте. Он долго не отвечал, затем я отправила ему еще штук 20 фотографий, и наконец-то он мне отвечает: ладно, окей, оплатишь одну ночь, 120 баксов, и остальное я тебе верну. Просто задумайтесь, одна ночь в доме с муравьями, с плесенью, на подушках стоила $120. Это было очень неприятно. Урок какой? Всегда фоткай жилье в первый час, как только заселился. Нужно всегда перепроверять постели, если это влажный климат. И всегда очень внимательно нужно читать отзывы, особенно последние. И рейтинг у отеля должен быть больше 8. Зато следующим утром мы переехали в шикарную пятерку и выдохнули наконец. Еще одна история про Убуд. Мы планировали посетить рисовые террасы в Тегалаланге, и, естественно, это must see, когда ты приезжаешь на Бали. Приезжаем с утра, небо уже затянуто, и вдруг начинается просто невероятно сильный тропический ливень. Такой, что наш байк заливает просто моментально. Сидим, ждем, дождь закончился, и можно спускаться в сами террасы. Вход, конечно же, платный. Ступени местами земляные, поэтому после дождя очень скользко. Мы дошли до обзорной точки, смотрим, а вместо зеленого, сочного, красивейшего пейзажа мы видим лужи. Не сезон. Покатались на качелях, чтобы сделать супер фотки. Местные, кстати, для этого используют зеркальца. И ты понимаешь, что куча туристов в ожидании красивых фото разрушают место. Я тоже была частью этого разрушения и не получила того кайфа от картинки, который хотела и мечтала получить. Поэтому обязательно подготовьтесь. На Бали могут идти дожди, особенно после обеда и в середине острова. И посмотрите, когда сезон сбор урожая риса, когда он растет, да, то есть больше узнаете про то место, в которое вы едете, для того, чтобы не получить кота в мешке. Еще одна история – это комары на Бали. Комары на Бали – это не просто укус. Комары на Бали переносят лихорадку Денге, и это довольно опасно. Несмотря на спрей, комары периодически кусают, особенно в центре острова. Мою дочку кусали неоднократно, меня, всех-всех-всех. И у дочки поднялась температура, я, естественно, заволновалась очень сильно, не на шутку. Местные телеграм-каналы как раз в этот момент писали о вспышке Денге на острове. Пришлось обратиться по страховке, и нас практически сразу записали в ближайшую больницу на прием. Опыт от больницы, кстати, оказался очень хороший, несмотря на всю напряженность ситуации. Врачи сделали все исследования необходимые, провели кучу осмотров. К счастью, это оказалось не Денге, а обычная простуда, но тем не менее нам выписали кучу лекарств и выдали их по страховке. И с тех пор спрей от комаров, фумигаторы, просетки – это не опция, это must have, если ты хочешь на Бали отдыхать комфортно. Еще одна история про океан. Мы планировали искупаться после обеда, выходим на пляж где-то в 2-3 часа дня, и там просто нет воды, хотя с утра мы уже купались, и все было хорошо. А воды нет буквально. То есть океан ушел на несколько сотен метров. И
Конечно, это весело, с одной стороны, можно посмотреть на морскую живность. Но с другой стороны, вот я стою и смотрю, как местные дети ловят рыб в лужах. И такая мысль пришла в голову, что природа здесь самое главное, и ты приспосабливаешься к ней, а не наоборот. Здесь самый большой совет, который можно дать: скачайте, пожалуйста, приложение про приливы и отливы или график приливов на месяц. Серьезно, это поможет строить ваши планы. Без кондиционера невозможно спать. Я пробовала. Одну ночь кондиционер не работал, сломался. Влажность и температура ночью просто запредельные. Просыпаешься постоянно и спать просто невозможно. А с кондиционером спишь как младенец. Это даже не комфорт, а базовый минимум. Когда вы выбираете жилье, обратите внимание, чтобы там обязательно был кондиционер. Ну и, конечно же, отсутствие кондиционера влияет на открытые окна. Скорее всего, если жилье без кондиционера, то вы откроете окно, а там опять те самые москиты, про которых мы уже говорили. И вот день 7, я в кафе, на краю земли, вокруг куча людей, все пришли посмотреть закат. И впереди просто бескрайнейший океан. И я поняла, что несмотря на муравьев, туристов, комаров, кучу пластика в океане, отсутствие даже иногда воды в этом океане, я все равно хочу здесь быть. И не потому, что это рай, а потому, что это настоящее место. Это место с недостатками, но оно дышит, оно живое. И поэтому это кайф. Давайте подытожим, какие лайфхаки можно из этого вынести. Первое – комары. Возьмите с собой спрей, фумигаторы. Конечно же, все это можно купить и там, но обратите внимание, что, например, фумигаторы на Бали имеют запах, в отличие от наших. Часто фумигаторы там добавляют аромамасла различные, и запах довольно сильный. А если это в огромном помещении включать, то в целом более-менее нормально. Если это включать в небольшой комнате, там, например, в небольшой спальне, то будет сильно пахнуть, и точно знаю, что не все любят резкие или там сильно сладкие запахи. Но, тем не менее, денге реален, поэтому лучше от комаров себя защитить. Страховка. Мы про медицинскую страховку. Не жалейте на нее деньги, купите себе нормальную страховку. Я надеюсь, она вам не понадобится, вы ей не будете пользоваться, но лучше пусть она будет у вас. Уличные менеджеры. Пожалуйста, меняйте деньги только в банках. Меня пытался обмануть обменник-фокусник. У вас, слава богу, ничего не вышло, но, тем не менее, уличные ребята, они такие. Аренда байка. Важный момент, если вы хотите взять в аренду байк и планируете перемещаться между городами, вас могут остановить полицейские. Как мы знаем, на Бали процветает коррупция, и однажды меня остановили и потребовали показать международное водительское удостоверение. Это не наша с вами розовая карточка, а специальная такая бежевая книжечка. Она именно называется МВУ, и ее можно получить, подав заявку через госуслуги в ГАИ. Пожалуйста, озаботьтесь об этом заранее, для того, чтобы вам не пришлось иметь неприятных разговоров со служителями закона. Что по жилью? По жилью смотрите внимательно фотографии, читайте последние детальные отзывы и проверяйте отзывы, если вы видите низкие оценки. То есть именно отзывы эти стоит посмотреть. Будьте готовы к неожиданностям. Например, гекконы ночью жутко кричат. Не бойтесь. Океан может уйти днем, но здесь мы спланируем и посмотрим карту приливов. А обезьяны могут быть агрессивны, поэтому лучше их не трогать руками, особенно в Улувату. Вот что я вынесла из месяца на Бали. Бали — это не место для фотографий, для соцсетей. Это больше для тех, кто готов к несовпадению ожиданий. Бали — это рай и приключения одновременно. Это нечто большое. Здесь никто не спешит, но в то же время очень много хаоса. Если ты к этому готов, то обязательно слетай. Бали того стоит. Ну а если ты ищешь только красивые фото, то Бали не для тебя. А если ты хочешь еще таких честных историй, практических советов, подписывайся на мой телеграм-канал. Там я делюсь всем без фильтров. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал. В комментариях обязательно напишите, если у вас возникали какие-то неприятные ситуации в путешествиях, поделитесь ими, чтобы как можно людей узнали об этом и могли этого избежать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео. Пока-пока!